Если вы хотите иметь вот такой же гладкий лоб без морщин в 50+, мне больше 50 лет, то следуйте моим советам, следуйте моим рекомендациям, смотрите видео до конца, и ваши морщины тоже разгладятся. Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях убрать морщины на лбу, как разгладить уже появившиеся морщины и как предотвратить появление новых, как разгладить межбровные морщины. Вы узнаете рецепт пилинга, рецепт маски, рецепт мини-массажа, который поможет справиться с этой проблемой. Видео будет полезным, видео будет информативным, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. И, мои дорогие друзья, конечно же, самый неприятный момент – это появляющиеся морщины. Те морщины, которые появляются на лбу, они, конечно, очень заметные. Многие женщины пытаются скрыть эту проблему челкой, но это все-таки не выход из ситуации. Нужно, конечно, морщинку эту убирать. И очень важно знать некоторые аспекты. Обязательно каждая женщина должна знать, что морщины начинают образовываться и появляться уже в возрасте 20-25-летнем. Да, и если этот момент упустить и не разглаживать эту морщину и продолжать морщиться, хмуриться, то, соответственно, с возрастом морщина становится все глубже и, соответственно, больших усилий требует на это исправление. Следующий момент. Не забывайте о том, что 80% всех мимических морщин мы, женщины, делаем сами, используя неправильную мимику, неправильное положение тела во время сна, неправильный уход, и плюс еще генетическая предрасположенность, плюс еще неправильная подобранная уходовая косметика, неправильное применение и использование декоративной косметики. Все это вкупе и приводит к тому, что к 40-50 годам образуются на лбу уже очень глубокие морщины и, конечно, требует усилий, требует очень серьезного подхода эта тема. И сегодня я вам расскажу, как при помощи одной процедуры, которая состоит всего из 3 этапов, с этой проблемой можно справляться. Если вы эту процедуру будете делать регулярно, то, соответственно, и морщинка будет постепенно уходить. Когда говорят о том, что невозможно разгладить морщины на лбу, я с этим абсолютно не согласна. Вот вам мой пример. Я не делала ботокса, я не делала уколов красоты, я пользуюсь только домашними средствами ухода за кожей лица и придерживаюсь именно тех правильных предпосылок, которые не добавляют морщин. Итак, приступим. Первый этап – это, конечно, очищение. Перед тем, как начать процедуру, в лучшем варианте, конечно, кожу лица хорошо распарить. Распаривание я уже показывала, как делать. Можно с помощью приборов, можно с помощью обычного горячего полотенца, как компресс накладывать и разогреть кожу лица. Я не буду на это тратить время, а приступлю к основным этапам этого комплексного ухода. После того, как кожу распарили, как саму морщину разогрели, нужно обязательно протереть саму морщину пероксидом, либо перекисью водорода 3%, для того, чтобы обеззараживать кожу и обеззараживать. Конечно, на коже лица не должно быть декоративной косметики. Саму морщину я очень хорошо протираю пероксидом, и межбровную морщинку тоже хорошо протираю, и приступаю к нанесению кислотного пилинга. Посмотрите, пожалуйста, как делать кислотный пилинг правильно, потому что после моего первого видео, где я рассказывала о кислотном пилинге, о том, как делать скатку, много вопросов попутных возникает. Кислотный пилинг идеально делать для жирной кожи 1-2 раза в неделю, для сухой кожи 1-2 раза в месяц. Проверьте, пожалуйста, свой организм, свою кожу на реакцию, если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту, если у вас индивидуальная непереносимость, проверите легко, нанесите на запястье либо на сгиб локтя, и через некоторое время посмотрите, покраснела ли ваша кожа и какую реакцию она при этом дала. У меня все хорошо, восприятие ацетилсалициловой кислоты у меня идеально. Я знаю, предвкушая, вернее, ваш вопрос, я знаю, что вы будете спрашивать, чем можно заменить ацетилсалициловую кислоту. Ее можно заменить янтарной кислотой, которую использовать нужно тоже так же, как и ацетилсалициловую, то же самое
самое, берете 3-4 таблеточки, размачиваете водой и начинаете использовать также. Вот такая кашица получилась. Посмотрите, как правильно делать. И, мои дорогие друзья, давайте вместе с вами приготовим кислотный пилинг. Сейчас я покажу, как его правильно сделать. Для его приготовления нам понадобится 3 таблеточки аспирина, обычный аспирин. Вы можете взять ацетилсалициловую кислоту, дешевую, которая продается в аптеке. Для его приготовления нам понадобится размоченный именно аспирин. Добавляю вот такое количество воды, чтобы покрывали все таблеточки. Посмотрите, если аспирин у вас хорошего качества, если вы все правильно сделали, то аспирин очень хорошо растворяется в воде и превращается вот в такую кашицу. Примерно понадобится нам, ну, видите, меньше минуты. И вот такой вот состав получается. Его мы будем наносить на саму морщину и разгонять будем морщину именно кислотным пилингом. Также нам для этой процедуры понадобится и сама маска, непосредственно та маска, которая будет хорошо разглаживать, питать эту морщину, да, которую мы сегодня с вами уберем с успехом. Нам понадобится одно яйцо. Яйцо нам понадобится целиком, то есть мы не будем отделять желток от белка, а именно целое яйцо. Вот этого яйца нам достаточно будет для того, чтобы сделать масочку на морщину. И также эта маска идеально подходит и для кожи лица. Теперь посмотрите, что я делаю. Сначала, перед тем, как добавить другие компоненты, я смешиваю белок с желтком. Затем добавляю ложку алоэ вера. Вы можете обычный сок алоэ добавить, либо просто мякоть с соком алоэ вместе. Я добавляю вот такой вот. Если у вас есть гель сока алоэ, вот как у меня, можно добавить 1 ложечку. Сок алоэ хорошо увлажняет кожу, естественно, будет хорошо разглаживать морщину. И вбиваю в это яйцо. Затем я добавляю 5 капель витамина А, ретинола ацетат. Можно добавить аевит, 3 ампулы на эту масочку. Я добавляю 5 капель ретинола ацетат. В эту масочку также я добавляю оливковое масло с цитрусом. Да, мы с вами делали, кто еще не так давно на моем канале. Сразу для вас расскажу, что именно мандариновое масло можно сделать на базе оливкового масла. Цедру мандарина или любого цитруса заливаете сверху оливковым маслом, настаиваете 3-5 дней в темном месте при комнатной температуре, и получается великолепный продукт, который можно добавлять и в маски для лица, в маски для шеи, декольте. Отлично. Также и для волос это масло очень хорошо работает. Ложечку этого масла добавляю. Видите, здесь есть крупинки именно самого мандарина, но это только на пользу. Небольшой эффект и скрабирование в то же время будет. И добавляю 2 ложки рисовой муки. У меня вот такая рисовая мука темного риса. Вы можете добавить обычную пшеничную муку. Для этой маски также подойдет и ржаная мука. Но лучший вариант, конечно, это рисовая мука. 2 ложки добавляю и хорошо перемешиваю. Эту масочку можно хранить в холодильнике от 3 до 5 дней. То есть процедуру, которую сегодня мы с вами, мои дорогие друзья, делаем, она курсом делается, поэтому вот тот объем масочки, который сегодня мы с вами сделаем, как раз достаточен для полного курса этой процедуры. Нужно очень хорошо перемешать
рисовую муку с основным составом. И давайте напомню ингредиенты, которые входят в состав этой маски, пока размешиваю. 1 желток, плюс 1 ложка сока алоэ вера, 1 ложка оливкового цитрусового масла, 5 капель ретинола ацетат и 2 ложки рисовой муки. Вот пока рассказывала, очень хорошо все перемешалось. Маска эта имеет великолепный запах. Запах цитрусом, мандариновый, очень приятный и очень вкусный запах. Будем наносить. Давайте покажу, как в дальнейшем использовать эту масочку. Все сделали правильно, очистила я кожу лица и начинаю делать легкую скатку. Определите местоположение вашей морщины. У меня морщины, которые вот еле-еле заметно, но, скажем, 15 лет назад это была очень четко сформированная морщина, с которой я очень хорошо поработала. Конечно, я отказалась от лишней мимики, я морщу лоб только вот в качестве показа того, что у меня нет ботокса, все шевелится. И брови шевелятся, и вот тут вот, если бы я хмурила брови, да, если бы я морщила лоб, то, соответственно, бы морщина моя никуда не ушла. Итак, начинаю эту морщину я со спилинга, наношу кислотный скраб, ацетилсалициловую кислоту, наношу, видите, вот таким тонким слоем сначала. Она вот такая вот. Это таблеточка, которая размякла, и вот таким вот слоем я наношу. Наношу на саму морщинку. Если есть у вас межбровка, на межбровку тоже наносим. Но есть 2 варианта именно межбровной морщины. Есть по внутренним уголкам, да, морщин есть, которая морщина одна, у меня вот как бы намечается, но даже не морщина, а именно разделение мышц заметно, да, я стараюсь, конечно, это все убирать, наношу и оставляю до высыхания. Не забывайте, что все маски, все продукты домашнего ухода на коже лица работают до того момента, пока они не подсохли. Как только компонент начал подсыхать, все, его работа завершилась. Но, как правило, на подсыхание вот ацетилсалициловой кислоты достаточно 5 минут. Пока я разговаривала с вами, кислота немножко начала работать. И я начинаю делать скатку. Скатку делаю одной рукой, начиная от центральной части и постепенно продвигаясь сначала в одну сторону, затем в другую сторону. Делаю пилинг. По межбровке то же самое. Аккуратно распределили, до высыхания оставляю и начинаю делать скатку. Через 10 минут встретимся и покажу, как правильно сделать скатку на морщины, именно чтобы их хорошо проработать. Все, прошло 10 минут, скатка, вернее, ацетилсалициловая кислота у меня подсохла. Теперь я смачиваю пальчики вот в этом же составе, слегка опять промакиваю, чтобы это была все-таки влажная такая текстура. И начинаю скатку. Скатку начинаю также от центральной части лба. Посмотрите, как хорошо скатывается. Видите? Кто-то мне написал, что не получается скатка, почему-то не скатывается. Если вы все сделали правильно, то скатка у вас должна получиться. И по самой морщине, видите, она прям вот скатывается. И вот этот ороговевший слой на морщине, он как бы уходит. То же самое делаю и на вот межбровку. То же самое хорошо растираю, разминаю. И вот таким вот образом. То же самое скатка очень... Испачкала. То же самое скатка очень хорошо проходит. Все, мои дорогие друзья, сделали скатку. После скатки есть вот такое покраснение. Это нормальная реакция. Это говорит о том, что работа пошла
говорит о том, что скатка удалась. Теперь нужно эту морщину помассировать. Массаж я буду делать на базе оливкового масла с цитрусом. Также обмакиваю вот так пальчики 2 и начинаю втирать вот это вот масло в саму морщину. Морщина разогретая, и межбровку то же самое разминаю. Даю некоторое время на впитывание, минуты 1,5. И начинаю массировать. Массажные движения делаю также от центральной части. Постепенно продвигаюсь к виску, к одному. Затем продвигаюсь к другому височку. И делаю вот такие массажные движения, круговые. Постепенно, дополнительно разогревая эту морщинку. Также и межбровку разогреваю. Массаж этот делается от 3 до 5 минут. Долго времени он не займет. После того, как эту морщину промассировали, я начинаю вот такие движения, как бы раздвигая морщину. Ставлю вот 2 пальчика, фиксирую и как бы пальчики немножко раздвигаю. Опускаю, фиксирую, раздвигаю, считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, отпускаю. И вот таких подходов нужно делать до 5. Вот таким образом. После того, как сделали вот это упражнение, нужно масло, которое не впиталось, повторно убрать. Также я протираю это масло пероксидом, то есть после каждой процедуры я очищаю кожу пероксидом. Перекись водорода кожу не сушит, это ошибочное мнение, это всего лишь дает обеззараживающий эффект. Все, очистили от масла и приступаем к нанесению маски. Маску наношу кисточкой, это очень удобно, это очень комфортно. То количество маски, которую мы с вами сегодня сделали, его достаточно именно на курс этих процедур. Если у вас очень глубокая морщина на лбу и межбровка очень четко определена, то эту масочку делать нужно каждый день. Лучше всего перед сном и в течение 5 дней делать каждый день эту масочку, морщина постепенно уйдет. Если это все вы сделаете правильно, если морщина у вас не такая глубокая, то через 5-7 дней вы уже сами заметите, насколько ваша морщина стала менее заметной. Если морщина не застарелая, не старая, да, и не глубокая, то она исчезнет просто в течение 5-7 дней. Это уже проверено. Вот такая масочка. Также масочку эту нужно наносить в несколько этапов. Эта маска хорошо дает лифтинг эффект, так в состав входит яйцо. Эта маска очень хорошо увлажняет кожу. За счет того, что в составе есть алоэ вера, эта маска очень хорошо питает. Если вы добавили аевит, я добавила ретинолоацетат. И, конечно же, эта маска очень хорошо фиксирует ту работу, которую вы проделали. После массажа, вернее, после пилинга, да, после массажа, после вот этого раздвигания самой морщины, идеальный вариант — это зафиксировать результат. Наношу еще один слой до высыхания, масочку держать 20-25 минут, затем очень хорошо промыть теплой водой, затем ополоснуть прохладной водой. Идеально после этой масочки протонизировать кожу кубиком льда и нанести обычный легкий увлажняющий крем. Процедура идеальная, просто великолепная. Эта маска, кстати, хорошо подходит для шеи и для зоны декольте. Если вашего количества маски большое, можно эту масочку нанести и на кожу лица полностью. Эффект будет просто потрясающий. Мои дорогие друзья, после масочки пройдет 20 минут и встретимся, посмотрим на результат. Мои дорогие друзья, маску эту я смыла. Посмотрите, морщина, которая все-таки намечалась, разгладилась. Состояние кожи заметно улучшилось. Напишите, пожалуйста, сделали ли вы эту процедуру, какой эффект, какое впечатление у вас после этой
процедуры. Поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями, подругами, мамами. Возможно, эта проблема их очень беспокоит, и именно это видео, эти маски, эти рекомендации им очень-очень пригодятся. И я жду, конечно, от вас каких-то новых рецептов. Возможно, у вас есть способ омоложения, о котором я еще не рассказывала, и о котором, конечно же, мои зрители тоже будут с удовольствием проинформированы. Я надеюсь, мои дорогие друзья, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.